Привет! Это Анатолий Акапарцефаль с подкастом «Вокруг Средиземья». Встречайте 18-й выпуск. Мы продолжаем читать «Хоббита». Сегодня у нас 14 глава, которая называется «Огонь и вода». В этом эпизоде мы поймем, что иногда надо прислушиваться к пессимистам, научимся искусству политиков выходить сухими из воды, и самое главное, увидим, что иногда решение одной проблемы становится причиной нескольких новых. Итак, мы вместе с гномами стоим на дозорной площадке Одинокой горы и теряемся в догадках насчет того, где же дракон и что происходит. Интересно заметить, что если бы «Хоббит» был опубликован в своем первом черновом варианте, нам бы не пришлось этого делать, поскольку изначально глава о драконе предшествовала рассказу о гномах в пещере. И когда гномы вглядывались вдаль, читатель уже знал, что произошло. Толкин в конце концов изменил порядок глав и оставил читателя в неведении, создав атмосферу саспенса. Итак, что же произошло той ночью? Жители озерного города видят какие-то вспышки, и самые наивные предполагают, что это уже льется рекой золота. Единственный пессимистический голос раздается от поначала безымянного персонажа, над которым еще и насмехаются из-за его постоянных предсказаний разных бедствий. В сказках часто появляются подобные персонажи, которые только каркают и предвещают плохое. Даже у Толкина, в его сказке «Фермер Джайлс из Хэма», есть такой мрачный персонаж. И здесь мы поначалу не обратили бы внимания на этого угрюмого человека, тем более не названного по имени, если бы мы не знали, что произошло в горе. Но он не только пассивно ожидает худшего, он пытается предупредить горожан, бургомистра и призвать их к действию. Поэтому мне этот персонаж немного напоминает ветхозаветных пророков, которые пытаются предостеречь народ о грядущих бедствиях и призывают изменить свое поведение. А люди тем временем отмахиваются от их предупреждений и верят ложным пророчествам о мире и процветании. И это понятно. Никому не хочется думать о плохом. А если спрятать голову в песок, может показаться, что все в порядке. Только вот надолго ли? До той поры, пока на твой мир не обрушится катастрофа. В данном случае в виде огнедышащего дракона. И единственной маломальской защитой от него окажется вода. Да, Смауг умеет летать, но гораздо сподручнее ему было бы попасть в город по мосту, который, однако, был разрушен горожанами. Он мог бы приземлиться в воду, но Смауг прекрасно понимал, что озеро сильнее его и может просто-напросто загасить его пламя, прежде чем он сумеет добраться до города вплавь. Все крыши тоже заранее окатили водой, что сделало дракону задачу более трудной, хотя отнюдь не невыполнимой. В то время, когда все в панике пытаются спастись из города на сушу, чего дракону, впрочем, и надо, только горстка людей под предводительством того самого человека, мы впервые узнаем, что его зовут Бард, продолжает отчаянное сопротивление. Иногда именно те, кто критикует положение дел, на самом деле являются теми, кто готов прилагать все усилия для исправления ситуации. Но даже все их человеческие усилия пропали бы напрасну, если бы не вмешательство пророчества. И Бильбо. Интересно, что согласно первоначальному замыслу, Смауга должен был убить именно Бильбо своим кинжальчиком. Однако позже Толкин от этой идеи отказался. И действительно, таким оружием вряд ли убьешь дракона. Да и Хоббит вовсе не годится на роль героического персонажа. Тем не менее, используя другие свои навыки, он в конце концов способствует победе над драконом. Его слова о слабом месте Смауга слышит Дрозд, который передает их Барду, который выполняет свою героическую функцию. Так что иногда мы можем даже не догадываться, что чье-то незаметное влияние может сыграть ключевую роль в каком-то важном деле. Не все герои носят плащи. Но что интересно, как мы увидим в дальнейшем, Бильбо не ищет признания своих заслуг, не пытается всем показать, что без его помощи с драконом бы не справились. Хоббит не ждал, что хоть одна живая душа вспомнит теперь о том, что это он, Бильбо, самолично выведал о слабом месте дракона, а ведь дело обстояло именно так, и не иначе. Он не живет в мире эпоса и героики, ему не нужно, чтобы его слава разносилась по всему свету, и его вклад в победу был всеми признан. Он счастлив вести свою тихую жизнь и быть довольным ею. Качество, которое не так часто можно встретить.
Итак, благодаря соединению нескольких судьбоносных линий дракон мертв. Обычно в древних легендах дракона убивает герой, который сам не выживает после этого. В толкиновском легендариуме мы видим что-то похожее в истории о Торине и Глаурунге. Кажется, что такая же судьба ждет Барда, но оказывается, что он чудом выжил. И, между прочим, он тоже, несмотря на то, что является героической фигурой и оказывается потомком бывшего владыки Дейла, не использует свой поступок для своей выгоды. Несмотря на то, что люди, уставшие от трусливого и бесполезного в страшные минуты бургомистра, хотят сделать его правителем, он не ввязывается в споры власти, а ставит интересы города и его жителей превыше всего. Он говорит бургомистру: «Не время ссориться и не время строить далеко идущие планы. Сейчас у нас много других дел. Пока что я признаю твою власть, хотя попозже намерен вновь подумать о твоих словах и уйти на север с теми, кто захочет отправиться со мной». Он знает свою цену и готов вести людей за собой, но для него приоритетом являются человеческие жизни. В отличие от него, бургомистр не только коммерсант, но также и современный политик, умелый демагог, в разговоре с толпой, искусно подменяющий одно другим и легко добивающийся своих целей. Когда гнев народа обрушивается на него за его трусость, он умело переключает их внимание на истинных виновников несчастья — гномов. Сперва он заверяет людей, что полностью разделяет их энтузиазм насчет героя Барда, поддакивая им: «Разве я умаляю заслуги Барда-лучника? Нынче ночью он честно заслужил почетное место в списке благодетелей нашего города. Его имя навеки войдет в наши песни». А дальше он умело перекладывает вину на других. «За какую провинность вы хотите прогнать меня? Вам известно, кто разбудил дракона? Кто получил от нас щедрые дары и всестороннюю помощь, заставив нас поверить, что древние пророчества начинают сбываться? Кто воспользовался нашим простодушием и добросердечием?» Тут он опять отождествляет себя с народом, используя местоимение «наше». Мы все проявили добросердечие, мы хорошие, и нас подло обманули, они плохие. Целью Толкина не было написать сатиру на политиков, но мы видим, что он все о них понимает. Итак, дракон повержен, и вроде бы цель истории достигнута. Обычная детская сказка уже начала бы подходить к концовке, в стиле «и жили они долго и счастливо», но не «Хоббит». Во-первых, Толкин напоминает читателям, что хэппи-энд — это нелегкая бескровная развязка. За ней стоят страдания людей. Хотя большая часть жителей остались в живых, четверть погибла во время атаки. Но это было бы еще полбеды. Многие в ту ночь заболели от холода, сырости и отчаяния, и многие из тех, кому удалось невредимым выбраться из горящего города, умерли от болезней. В следующие несколько дней больных все прибавлялось, и голод усилился. Не очень подходящая интонация для обычной сказки, не правда ли? Во-вторых, гибель дракона запускает в движение новые силы для дальнейшего развития сюжета. Новости разлетаются по всем окрестностям, вплоть до пещер гоблинов, и все думают, как использовать для своей выгоды сложившуюся ситуацию. Может даже показаться, что, быть может, не надо было уж нарушать хрупкий баланс сил. Раньше положение было тяжелое, но понятное, предсказуемое. Теперь же все приходит в движение, и сложно сказать, в какую сторону качнутся весы. Одной из сторон, быстро отреагировавших на вести из озерного города, были эльфы. Они получили известие о гибели Смауга из своих источников, но, узнав о бедственном положении людей, король эльфов сжалился, ведь он был владыкой благородного и, в общем-то, доброго народа. Первоначально войско направлялось прямо к горе, но король принял решение изменить путь следования и поспешил вниз по реке к Долгому озеру. А над войском в большую стаю собирались вороны. Они догадывались, что начинается война. Такая война, какой не случалось в тех краях уже многие годы. На этом мы пока поставим наше повествование на паузу. С вами на прямой связи из разрушенного озерного города был Анатолий Парцефаль. В следующем эпизоде мы увидим, как на вести о смерти дракона отреагировали гномы, научимся искусству вести переговоры и узнаем, что об этом всем думает наш взломщик.
Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете, как обычно, прислать на адрес email info@tolkienblog, а также в комментариях на YouTube, Spotify и в других социальных сетях. Я буду рад получить их. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки. Это займет всего лишь пару секунд, но будет важно для того, чтобы больше людей узнали об этом подкасте. Ваня Сулея. Попутного ветра.